Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Анна. Мы здесь с вами рассматриваем много интересных штук через карты. Всегда что-то новенькое придумываю. Вот мне сейчас отозвалась колода Таро подземелье дракона. Я специально для года дракона покупала, который сейчас идет. И у нее есть какая-то информация для нас, для вас. Давайте посмотрим, что же она нам скажет интересного. На какую тему. Угу. Здесь вы перед каким-то выбором стоите. Решаете направо пойти, коня потеряю, да, налево пойти, там еще что-то потеряю. Ну, образно говоря, конечно, да. Вы пытаетесь понять, как поступить, что выбрать, и какой выбор был бы правильным, справедливым, да, то есть здесь вы немножко даже готовы где-то подвинуться, а у вас здесь именно фокус внимания на том, чтобы это было справедливо. Так, о чем? Вы как раз-таки ходите, спрашиваете либо у людей совета, либо как раз какие-то видео смотрите информационные, возможно, психологов каких-то, либо тренеров. Вы пытаетесь понять, как вам этот выбор сделать. То есть вы ищете какие-то подсказки по этому поводу, потому что вы где-то неосознанно чувствуете, что есть какой-то вариант новый, да, которым вы, возможно, не знаете, да, либо вы так не поступали, то есть какой-то новый вариант, либо какой-то другой вариант, о котором вы можете не знать, который вам поможет выйти из этой ситуации, разрешить ее. Подскажите, что за вариант? Да. А здесь, возможно, стоит рассмотреть ситуацию с разных сторон. Если вовлечены какие-то другие люди, то нужно выслушать все стороны, да. Ну, если, например, это какой-то конфликт между людьми двумя, то и первого, и второго выслушать, кто как видит вообще ситуацию. Причем это нужно сделать беспристрастно, не вкладывая какие-то эмоции в данную ситуацию, с холодным рассудком. Ну, если это не касается конкретно какой-то ситуации между людьми, то вам нужно рассмотреть вопрос с разных сторон, действительно изучить ситуацию. Карты рассыпались. Кто-то задумался прям. Так, это у нас 9 чаш. Здесь вопрос не, так скажем, не терпит отлагательства, потому что могут вмешаться третьи лица, да, либо кто-то еще, кто может вам, ну, скажем так, пока вы бездействуете, этот человек может действовать не в вашу пользу.
все-таки здесь какие-то люди вовлечены. Если это не касается каких-то людей, то отлагательство, когда вы откладываете решение данной ситуации, это не идет вам на пользу, вот так скажем. Чем дольше вы ее решаете, тем не очень хорошо будет. Это, кстати, может быть ваш какой-то кармический урок. А что за урок? Что за урок? Семерка чаш. Сейчас я достану мою любимую кармическую колоду, керамическую. Так, что за кармический урок у нас здесь? Красненькие вышли на ринг. Что за кармический урок? Похожее говорят, да, то что здесь вам в любом случае придется решать самому, либо самой, да, здесь ни в коем случае нельзя опираться на чужое мнение, знаете, как вот мне, например, там подруга или друг, коллега посоветовали сделать так, и я следую за этим советом. Нет, здесь так не получится. Здесь должно быть конкретно ваше решение. Вы можете выслушать советы других людей, но решать, как поступить, это должна быть ваша ответственность полностью. Вы должны все взвесить и принять решение. Да. Причем это решение может повлиять на многих людей. Затронуть, так скажем, многих людей. Поэтому вы, видимо, и думаете. Так, а урок-то в чем? Весы тоже. А здесь вам нужно будет признать какие-то, возможно, свои недоработки, либо наоборот доработки. Здесь нужно конкретно посмотреть на себя, да, в чем ваша ответственность в данной ситуации, признаться в этом, да, как, возможно, вы повлияли на эту ситуацию, в чем вы ответственны, справедливо рассудить, в чем ответственен другой человек, если это касается другого человека, либо справедливо посмотреть на то, как ваше решение повлияет на других людей, да, посмотреть на то, каким вы хотите быть, да, честно признаться себе, какой вы сейчас, какая вы сейчас, да, и каким вы хотите быть, какой вы хотите быть, и из этого состояния действовать, да. То есть это чтобы было, знаете, не как социально, как сказать, социально одобряемо, да, что нужно быть вот таким, а вы должны будете поступить так, как вы себя хотите видеть и чувствовать. Ну, например, какая может быть ситуация? Ну, там, например, коллега ваш что-то на работе украл, да, и вы вот думаете рассказать о том, что он что-то украл, или, ну, быть хорошим для коллеги. И вот здесь вопрос в том, что если вы хотите быть справедливым человеком, то и нужно поступать по справедливости. А справедливо будет не покрывать, да, например, преступление человека, а рассказать об этом. Соответственно, если вы хотите быть хорошим для всех, да, то, соответственно, нужно будет
покрывать это преступление, да. Надеюсь, вот из-за этого слова меня не заблокируют видео. Вот. Ваш урок — быть честным с самим собой и открыто признавать, где вы что-то, например, там, не дотягиваете, да, хотите быть справедливым, но при этом хорошим для другого, да, например, чтобы коллега на вас не обижался, да, но и справедливым быть. Так не получится, да. Смотрите на перспективы, на то взаимодействие с людьми, каких людей вы хотите видеть рядом с собой и каким хотите человеком стать. Да. И начните поступать именно так, исходя из ваших перспектив, каким вы хотите быть, ну, либо какой в данном случае. Здесь не мужчина, женщина, здесь идет речь о человеке. Так, еще что-то. Здесь еще, видите, колесо фортуны. Куда вы пойдете, туда таким человеком и станете, так скажем. Такого дракона и будете кормить внутри. Будете действовать из страха, ну, например, обидеть коллегу, да, если мы берем этот же пример, то всегда будете подстраиваться под кого-то, где-то себя зажимать, но зато хорошим для других. Либо вы действуете из любви, во-первых, ну, человек поступает неправильно, да, там, например, воруя что-то. И, например, если вы сейчас расскажете руководству об этом, да, то человек, например, отделается меньшей кармой, чем когда он, например, что-то больше украдет, да, или еще что-то себе позволит более, ну, так скажем, неправильное, да, в этой жизни. И, соответственно, там ему карма по голове ударит еще больше. То есть можно посмотреть с этой точки зрения, что вы, в принципе, человеку делаете хорошее, тем, что вы останавливаете его заранее, пока его поступки не превратились в что-то большее. Так, еще какая-то есть информация? Загляните внутрь себя, действительно. Здесь и урок в том, что вам тоже придется над собой тоже поработать. То есть это принять правильное решение, вам мешают какие-то подсознательные программы, страхи, сценарии. Вам нужно это убрать. Посмотрите, всегда хороший вопрос, вы действуете из любви или из страха. Да? Например, в данном случае страха я обидеть коллегу, я никому не говорю про это. Из любви к тому же коллеге, да, к справедливости, к себе, да, к своим каким-то принципам я там, руководству, например, об этом рассказываю. Смотрите, здесь прям и дурак, новое начало, да, обновление, и 2 туза, земли и огня жезлов. Здесь вы, когда поборете своих демонов, так скажем, в том числе, у вас и энергии станет больше, у вас какие-то шансы появятся. 7 земли. Да, у вас какие-то шансы появятся. Причем вы, как знаете, опору какую-то на себя приобретете. Да, то есть 2. Забыла, как он называется. Мечи.
Да, выбирайте, делайте выбор не так, как вас, так скажем, дьявол искушает. Не из страха, не из страха, выбор не из страха, а из любви. Вы неплохо так вырастете. Суд. Вы прям хорошо. Вам этот урок действительно кармический. Двойка жезлов. И вот у вас внутри борются, да, вот эти два, ну, назовем это так, ангел и демон, да, и вот кого вы кормите, тем вы и становитесь. Какого волка кормите? Грибами. Грибами кормите кого? Да, башня. Если не теми грибами покормите волка, то наступит башня. Здесь может вам как бы в обратку вернуться, если, например, мы берем ситуацию с коллегой тем же самым, то человек может потом вас поставить в этом. А вот так вот. То есть вы вроде бы как не сказав об этом, да, об инциденте, вы хотите быть хорошим для человека, а потом человек вам как бы может устроить жаркую жизнь и выставить вас в каком-то неприглядном свете. Ну, я думаю, мы здесь, в принципе, все, да, завершили информацию. Здесь вполне понятно, что нужно сделать. Вам в любом случае выбор делать самим. Опять-таки, самый лучший выбор, когда мы делаем его из любви. Прям можно сесть, прописать, что я делаю из страха, что я делаю из любви, да. То есть любящая там мама, да, например, она, или папа тот же самый, любящий родитель, давайте так, не привязываясь к полу, он всегда еще в чем-то строгий и ограничивающий, да, потому что человек менее, так скажем, осознанный, он, ну, не видит каких-то границ, может поступить с какими-то своими принципами, а может у него или у нее не быть каких-то принципов, вот, и, соответственно, вам тоже с какой-то стороны нужно человеку показать, что плохо, что не очень хорошо. Что ж, благодарю вас. Буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям, донатам. Вся информация всегда под видео. И жду очень вашу обратную связь. Вам не сложно, мне очень и очень приятно. Все. Всем пока-пока.